Плетение двуцветного шнура на вилке. Всем привет, с вами Лидия Рябинина из ткацкой мастерской «Рябиновое варенье». И сегодня я покажу вам, как сплести на вилочке вот такой двуцветный шнур. Как видите, здесь несколько участков с разными узорами. И сегодня я покажу вам все эти варианты. То есть есть несколько техник. Сейчас будем их осваивать. Итак, у меня есть две нитки. Сегодня это шерсть. Что мы делаем? Начало будет такое же, как в предыдущем видео про обычный шнур. То есть мы берем обе нитки, складываем их вместе и начинаем шнур. То есть начало будет общее для всех вариантов. Я буду так же, как вот этот шнур, который я показала, буду делать их прям в одном плетении. Но любая техника будет начинаться вот с этого момента. То есть я 4 перекидки сделала, и у меня вот здесь по центру зафиксировался уже какой-то конкретный шнурок, который не развалится. Соответственно, с этого момента можно уже какие-то сложности вводить. То есть начало будет вот такое общее. Итак, самый простой вариант. Мы просто складываем эти нитки и плетем сразу двумя нитками, никак не отслеживая, в каком они там порядке, какая сверху, какая снизу, где какая в петле или вот так вот ложится, в общем-то, без разницы. То есть просто как-то хаотично мы плетем, соответственно, и узор у нас получается достаточно хаотичный. То есть он, конечно, поинтереснее, чем просто одноцветный шнур, но тоже недостаточно интересный для того, чтобы как-то на этом останавливаться. То есть вот такой достаточно хаотичный узорчик пестрый получается. Второй вариант чуть посложнее. Мы отслеживаем, в каком у нас порядке вот здесь идут наши ниточки. То есть, например, я буду следить, чтобы у меня желтая нитка была всегда сверху, коричневая снизу. Положила, проверила, что желтая сверху, обвела. Желтая сверху, перекинула. Желтая сверху, перекинула и так далее. В таком случае узор будет получаться чуть более упорядоченный, но все равно за счет того, что мы не отслеживаем, какая у нас нитка вот здесь вот в петле, то все равно у нас тоже не будет абсолютно какой-то системы, тоже будет в целом как попало узор формироваться. Итак, показываю, то есть вот как-то вроде бы поаккуратнее стало, но тоже достаточно бессистемно. И на этом этапе мы начинаем усложнять. То есть мы берем, так, фокусируем камеру в всем этом нашем деле и будем отслеживать. Например, мы будем сначала оплетать отдельно желтую нитку. И будем оплетать ее желтой же ниткой. Сделать мы это можем двумя способами. То есть мы можем ее достать вот здесь, вот ее вверх, из вот этой петли. Либо мы можем достать ее вот сюда вот вниз, из-под коричневой петли. То есть вот так вот обвести, либо вот так. И от этого у нас будет отличаться рисунок. Я буду сейчас выводить ее вот здесь вот вверх. То есть я оплела желтую, затянула. Теперь то же самое делаем с коричневой. Тут уже петля у нас как есть, так есть. Затянули все это дело. Повернули, снова взяли желтую. У нас желтая вот эта нитка будет все время оказываться в нижнем положении. Соответственно, мы будем вытаскивать ее каждый раз вот из вот этой вот коричневой петли. Раз. Раз. То есть здесь, конечно, уже более такой медленный процесс получается плетения, но зато результат будет поинтереснее. Сейчас немножечко проплету и покажу, что получится.
Так, в принципе, уже у меня стал виден узорчик. То есть, видите, вот здесь у меня коричневая линия пошла, здесь по бокам пошла желтая линия. Здесь то же самое с обратной стороны, то есть по бокам у меня получается желтая, посерединке коричневая. И теперь попробуем второй вариант, когда мы вот эту вот петельку не вытаскиваем из коричневой, а вот здесь вот прямо снизу, как есть, ей обводим. Посмотрим, какой узор у нас получится в этом случае. В принципе, здесь поудобнее получается ткать, плести, поскольку желтая нитка у нас вот здесь оказывается, желтая петля всегда снизу, то и вытаскивать ее как-то там не нужно. Так, вот уже виден новый узор. Теперь у нас получается вот такая елочка симпатичная. То есть, наверное, мне вот этот узор нравится больше всего. Вот таким образом он у нас получается. И попробуем еще один вариант. Например, мы будем теперь оплетать желтой ниткой коричневую. То есть до этого мы одноцветные их оплетали, теперь будет наоборот. То есть здесь затягиваем мы уже сразу 2 нитки. Так, желтая вокруг коричневой и коричневая вокруг желтой. То есть здесь я не могу вот так сразу затянуть. Теперь вот здесь так, желтая об коричневую и коричневая об желтую. Ну вот, я чуть-чуть поплела. Здесь, конечно, сложнее гораздо не запутаться. Периодически у меня что-то тут происходит не так, но узор, если честно, получается довольно невнятный. То есть что-то где-то, какие-то галочки вылезают. Тоже как-то довольно хаотично, поэтому этот вариант мне не нравится. И попробуем еще такой вариант. Сначала будем оплетать желтый, потом коричневый. Теперь мы первым будем оплетать коричневый, теперь желтый. Теперь снова первый у нас желтый. Теперь первый коричневый. Посмотрим, что получится при таком варианте. Тут главное не забыть, что мы оплели в предыдущем случае. Так, вот у меня тоже появляется узорчик. Тоже такая вот интересная елочка образуется. Немножечко не такая, как была здесь. То есть тут посерединке еще у нас как-то цвет немножко по-другому стыкуется. Но тоже симпатично получается. В общем, как видите, вариантов много. Пробуйте, экспериментируйте, выбирайте те варианты, которые вам нравятся больше. Кстати, на всякий случай покажу еще раз, как мы все это заканчиваем. То есть здесь точно так же мы отрезаем шнурок, проводим его в одну петельку,
Конечно, надо следить, чтобы обе нитки завелись. Так, затягиваем вот эту петлю. Теперь затягиваем вторую петлю. И вот такой у нас законченный шнурок. Так что выбирайте, что вам больше по душе, экспериментируйте, не бойтесь пробовать новое. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока, с вами была Лидия Вареньевна.